Я доктор медицинских наук, профессор, академик Виктор Владимирович Картавенко. И сегодня я вам расскажу о значении поясницы, о тех дискомфортах, о тех болях, о тех страданиях, которые нам приносит наша с вами поясница. И с самого начала, с самого детства, с самых молодых ногтей мы в быту ведем себя неправильно. Как говорил один из величайших медиков, я могу сказать, практически всех времен и народов, Сергей Петрович Боткин, фамилией которой мы обязаны знаменитой болезни инфекционного гепатита под названием болезни Боткина, изобретением человечества унитаза приведет нас в итоге, людей, к тому, что мы будем чаще из поколения в поколение страдать проблемами с поясницей, с пояснично-крестцовой областью. Так это и происходит. Чем мы более с вами цивилизованнее, тем мы больше с вами становимся заложниками наших удобств. Даже само наше положение при опрастывании кишечника очень неправильное. Человек дает свой кишечник в позе орла или в позе птицы, а не ровно сидящим. И поэтому задумайтесь, пожалуйста, над тем, почему мы все чаще и чаще и чаще начинаем страдать именно со стороны позвоночника, пояснично-крестцовой и поясничной областей. Потому что из гомо эректикус, человека прямо ходящего, мы становимся гомосидящими. А теперь представьте себе, пожалуйста, как наши рессоры начинают себя вести. Они теряют эластичность. Они теряют эластичность в части прикрепления к тазу, в части прикрепления к нижним отделам мышечных вот этих связок, которые у нас проходят по внутренней поверхности нашей спины. И со временем мы теряем эластичность не только в этой части, но мы теряем и эластичность нашей ампульной части толстого кишечника. А нарушение в области прямой кишки медленно, но верно, с одной стороны, приводит к формированию долиха сигмы, к формированию сигмоидита, которая сверху поддерживается неправильно работающей печенью, неправильно работающим желчным пузырем, неправильно, не спонтанно работающим поджелудочной железой. И на фоне всего этого мы начинаем медленно, но верно, а как я уже говорил, а иногда и быстро, в случае острых заболеваний, острого холецистита, острого гепатита, острого панкреатита, терять те микроэлементы, терять те макроэлементы, которые нам очень важны и очень нужны для системного движения и продвижения как в тонком кишечнике, так и в толстом кишечнике. Помните, пожалуйста, дамы и господа, что львиную долю нервных связей нашего позвоночного столба отданы у нас на обеспечение моторно-нервной и кровоснабженческой системы именно тонкого и толстого кишечника. Как говорил один из великих моих учителей, к сожалению, ныне покойный, Вилен Иосифович Гарбузов, если мы не наладим взаимоотношения между двумя гигантами в нашем организме, тонким и толстым кишечником, мы никогда не закончим нашу жизнь мирно. И, к сожалению, волна проблем, которая связана с онкологией, волна проблем, которая связана с кардиологией, волна проблем, которая связана с лекарственными болезнями, это в первую очередь результат нашего непонимания, незнания и нежелания навести порядок, мир и покой между двумя гигантами, между тонким и толстым кишечником. И поэтому наша поясница, наш пояснично-крестцовый отдел в первую очередь становится заложниками нашего невежества. А как говорили другие мои великие учителя, тибетские врачи, нежелание узнать о себе – это дважды невежество, которое нас очень быстро приводит к тупиковому пути развития. На сегодняшний день, представьте себе, из 1 миллиарда, так называемого золотого миллиарда, людей, 80% людей постоянно находятся в сидячем положении. О каком здоровье кишечника, о каком здоровье сердечно-сосудистой системы,
О каком здоровье поясницы и пояснично-крестцового отдела мы можем говорить, если наши главные рессоры, если главные наши движители подвижности диафрагмы, шейного отдела, поясничного отдела, грудного отдела позвоночника находятся в спящем режиме. А медленно, но верно мы уходим в состояние депрессии, мышечной депрессии. Не отсюда ли новомодные заболевания, фибромиалгии, которые наши доблестные, в кавычках, неврологи и остеопаты никак не могут продифференцировать или отдифференцировать от остеохондроза. А по сути это одна и та же проблема. Представьте себе, депрессия в области больших поясничных мышц приводит к депрессии в области кишечника. А если мы находимся в состоянии постоянной депрессии со стороны восходящего отдела толстого кишечника, то печень наша начинает вести себя неправильно. Молочная кислота не утилизируется, увеличивается количество балластных или шлаковых продуктов, резко уменьшается количество коллагена, резко уменьшается выработка эластина. И то, что у нас медленно, но верно идет угнетение не только межпозвонковых суставов, но и межпозвонковых дисков, конечно, в первую очередь мы обязаны нашему, уже пробившим всем голову, так называемому неправильному образу жизни. Приглашаем вас, дамы и господа, на прямой эфир, который мы проведем в ближайшее время. И он будет посвящен вопросам оказания скорой, неотложной, самой взаимопомощи при проблемах в области поясницы и пояснично-крестцового отдела позвоночника.